Всем привет! В сегодняшнем видео покажу вам такой интересный артикул кожи с винтажным эффектом. Толщина ее где-то 3,8 мм. Отличается от моего понимания классической ременной кожи тем, что при своей толщине довольно мягкая и эластичная. Изнанка полностью заполирована, лицо с интересной фактурой и винтажным эффектом. Такая кожа уже, на мой взгляд, самодостаточная, то есть остается только задать форму нашего изделия, добавить какую-то подходящую фурнитуру, возможно прошить, и изделие будет готово. Изготовлю из нее ремень и покажу, как она выглядит уже в готовом изделии. He was born by the roadside in a broken down carriage, came into life on the run, found on the doorstep of a nearby orphanage. No one saw, no one saw. You'll never know him, he is the forgotten. His name is the word undone. You'll never know him, he is the forgotten. No one's son, no one's son. She had been born there in Saint Bernadette, like brother and sister they were. Out of the two, she was always the strongest. No one's daughter, no one's daughter. You'll never know her, she is the forgotten. In the ocean, a drop of water. You'll never know her, she is the forgotten. No one's daughter, no one's You'll never know them, they are the forgotten. In the ocean, a drop of water. You'll never know them, they are the forgotten. No one's daughter, no one's son, no one's children. Вот и все, ремень готов. Минут 20, полчаса ушло бы на изготовление, если бы не записывал видео. Как-то усложнять беговкой или же полировкой торцов не вижу смысла. Есть одежда, к примеру, те же джинсы определенного кроя, которые отлично дополнятся данным аксессуаром. Поэтому кроме разметки, пробивания отверстий и установки фурнитуры, по сути ничего не делал. Ну вот в этом месте еще сделал прошивку. Тренчик обычно я кожу утоньшаю для того, чтобы собрать тренчик, так как кожа жесткая и на изгибах может лопаться. В данном случае она очень мягкая и хорошо будет держать и гибать две этих, по сути, ременные полосы. Вот сама ременная полоса хорошо дополнила интересную такую пряжку от Idam. Это французский бренд. Сейчас только их пряжки устанавливаю на свои изделия.
Очень интересное такое решение. И в принципе даже сложно представить какую-то другую вот кожу. То есть пряжка интересная и винтажная кожа, они отлично сочетаются. Пряжка у нас получается не классического типа. Здесь вот есть такая иголка, как бы в виде грибочка. Нам нужно, чтобы застегнуть ремень, нам нужно сюда вот под пряжкой в рамку продеть ременную полосу. Вот. И уже этот грибочек продеть в заранее проделанное отверстие на ремне. Все, с этой стороны можно вот так вот застегнуть, еще зафиксировать этот кончик ремня тренчиком. И как завершающая операция, можно делать, можно нет. Я нанес жировместительный крем Dubin от компании Exin. Просто для того, чтобы немножко обновить лицевую поверхность кожи и убрать вот эту сухость, которая появляется, допустим, когда кожа хранится там на складе в разных условиях. Вот, бывает она чуть подсыхает, да. Вот, я наношу такой крем. Его можно не наносить, в принципе, если устраивает такой внешний вид и вот эти вот тактильные ощущения от кожи. Подобный набор для изготовления ремня можно заказать в магазине АТК. Если, допустим, ременную кожу я еще заказываю в разных магазинах, ищу себе подходящую под разные задачи, то пряжки покупаю только у них. Отменное просто качество. Тот же крем Dubin. Вот это все они мне присылали образцы и подсел на Экси. Большинство средств как бы использую этой компании. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.